На реке Теннесси произошло нечто ужасное. Особенно с двумя людьми, которые никогда не ожидали увидеть ничего подобного. Они увидели лежащее на берегу огромное существо длиной 16 метров, испускающее ужасное зловоние. Ситуация быстро обострилась, и шокирующая новость облетела все средства массовой информации города. Планета тонет. Это резкое заявление, но оно все больше кажется фактом. И воздух, которым мы дышим, наполнен невидимыми ядами. Вода загрязняется отходами, а почва, по которой мы ходим, становится сухой и бесплодной. Это может показаться несущественным, но для существ, живущих под водой, это катастрофа. Повышение глобальной температуры нарушило смену времен года, форму и баланс, которые управляют нашим миром. Это привело к рассинхронизации размножения, миграции и цветения многих видов. Вот. Птицы мигрируют слишком рано или слишком поздно. Насекомые исчезают, не успев выполнить свою экологическую роль, а леса увядают под суровым небом. Однако некоторые виды вынуждены покидать свои места обитания, отчаянно ища убежища на землях, на которые они никогда не должны были заходить, становясь захватчиками и изменяя экосистемы, не готовые их принять, что может привести к их гибели. Воды, которые когда-то были кристально чистыми в некоторых районах, уже не являются таковыми. Проще сбрасывать отходы в море, потому что это дешевле. Но какой ценой? И я полагаю, вопрос в том, неужели никто ничего с этим не делает? Ну, очевидно, что да. Существуют группы по борьбе с загрязнением окружающей среды. Но также и само искусство. Есть группа под названием Captain Boomer Collective, которая стремится привлечь внимание к проблеме ущерба. Их творения, такие как «Скагдская пьеса», являются одними из самых мощных из-за их радикального характера. Это произведение знакомит зрителя с ужасающим спуском в 400-метровую пропасть, которая напрямую показывает, как человечество все глубже погружается в ад. Но это всего лишь простое произведение искусства, простые сообщения, простые кампании. Что на самом деле происходит в мире? Изменится ли что-нибудь? Или эти попытки действительно что-то меняют? Что бы это ни было, это всего лишь небольшие усилия. Возможно, мы уже видим ущерб на наших берегах, таких как Темза в Гринвиче, Лондон, где мы, возможно, являемся свидетелями ужасающего случая. Ничего подобного не происходило с 2006 года. Но в отличие от того мирного события, это событие отличалось из-за одной детали. Темза – одна из самых знаковых рек Англии. Ее очертания простираются через сельскую местность и лондонский Сити, служа спасательным кругом для местной фауны и, конечно же, для городов, расположенных вдоль ее берегов, помогая им развиваться. Но именно в этот день небо над рекой было серым, когда пара прогуливалась по берегу, наслаждаясь свежим воздухом. Пара, которая обычно совершала этот маршрут по выходным, чтобы отдохнуть от рабочей рутины и пообщаться с природой. Этот человек был фотографом-любителем, запечатлевавшим красоту пейзажа с помощью своей камеры, иногда отправляясь в опасные места, чтобы запечатлеть свои работы. Между тем она была морским биологом и часто останавливалась понаблюдать за местной фауной. Но в этот день должно было произойти нечто, сильно отличающееся от того, к чему они привыкли. Когда они прогуливались по этому прекрасному месту, их внимание привлекло нечто тревожное, что-то, от чего им обоим стало не по себе. Странная темная тень протянулась по пляжу. Это было похоже на огромную скалу, но в том районе не было никаких скал, и они оба это знали. Когда они приблизились к месту, очертания стали более четкими, и то, что они обнаружили, было китом. Его влажная кожа мерцала в слабом солнечном свете, а неподвижное тело вызывало беспокойство,
Особенно учитывая, что Темза, хотя и богата биологическим разнообразием, редко является домом для существ такого размера. За последние годы в его водах было зарегистрировано более 160 видов рыб, в том числе окунь и европейский угорь, для восстановления видов которых были предприняты огромные усилия. Здесь даже были замечены такие виды, как тюлени и дельфины, и даже такие удивительные виды, как морские собаки, морские угри, трубочисты и морские коньки. Но кит – это нечто очень редкое. Единственное подобное событие произошло в январе 2006 года, когда в Темзе была замечена североатлантическая минка, к большому изумлению научного сообщества, поскольку эти киты обычно обитают на большой глубине, не менее 800 метров, и обычно не заходят в такие реки, как эта. И она точно знала, что это значит, и, конечно же, выразила свое беспокойство своему партнеру. В связи с этой ситуацией возникли вопросы, как оно туда попало, было ли оно живым. Не теряя больше времени, женщина достала свой мобильный телефон и позвонила властям, чтобы они приехали как можно скорее. Власти велели ей подождать в доступном месте, в то время как ее партнер, не в силах устоять перед желанием узнать больше и пополнить свой фотографический послужной список, отважился подойти поближе. Местные власти были явно озадачены этой новостью, поскольку не поступало никаких сообщений о появлении кита на берегах Темзы. После получения сигнала бедствия они начали процесс проверки с использованием радаров и систем мониторинга реки, но не обнаружили никаких свидетельств того, что кит недавно появился в этом районе. Из-за отсутствия записей возник некоторый скептицизм в отношении того, что звонок был законным, и, вероятно, это был просто розыгрыш. Однако, что в значительной степени развеяло эту теорию, так это то, что человек, который сделал сообщение, не был обычным свидетелем. Она работала биологом, что придавало ей авторитет и детальные знания о морской флоре и фауне. Это заставило власти отнестись к ситуации более серьезно. Кроме того, ее описание и приведенные ею факты соответствовали их собственным выводам, поскольку она даже знала, когда кита видели в последний раз, и упомянула о возможности того, что он находился в состоянии разложения. Учитывая все эти аргументы, она не могла солгать, если не хотела подорвать свой авторитет и работу. Поэтому они отнеслись к ее словам серьезно и приступили к работе. Из-за значительного риска они решили связаться с экспертом по морской биологии, специализирующимся на китообразных, чтобы оценить ситуацию. В ответ на звонок он сказал, что приедет как можно скорее, но, очевидно, это займет некоторое время, поскольку он находится далеко от этого района. Он попросил организовать группу реагирования. Учитывая все это, спасательная команда договорилась о месте встречи с женщиной, и вместе они отправились туда, где был замечен кит. Конечно, по ходу дела эксперт объяснил все, что нужно было знать, от необходимости соблюдать безопасную дистанцию до опасностей, связанных с разложением кита. Накопление внутренних газов в результате процесса разложения может превратить кита в скрытую биологическую бомбу. И его опасения были небезосновательны, поскольку в предыдущие годы подобные случаи происходили в разных частях света. Например, на Фарерских островах, где добытые киты взрывались во время разложения. И на Тайване в 2004 году, когда 60-тонный кит взорвался во время транспортировки, разбросав органические останки по всему проспекту. Когда они приблизились, женщина заметила что-то необычное. Ее мужа поблизости не было. Явно обеспокоенная, она решила позвонить ему, чтобы узнать, уехал ли он или что-то в этом роде. Когда она позвонила ему, он ответил, и она обеспокоенно спросила: «Где ты?» Он ответил очень небрежно: «Внутри кита». Очевидный вопрос заключался в том, как он попал внутрь. По крайней мере, так она ему сказала.
не считая истеричного и агрессивного тона. Мужчина ответил, что он вошел внутрь через пасть и пробыл там всего несколько секунд, потому что ему было любопытно сфотографировать внутренности кита, когда он обнаружил его мертвым. Эта информация ясно подтверждала, что существо умерло. Эксперт по китам попросил его описать запах еще до того, как он попытался уйти, и молодой человек, очевидно, выполнил просьбу, рассказав по телефону, что окружающий его запах был похож на удушающую сернистую вонь, состоящую из метана, сероводорода и аммиака. По крайней мере, так интерпретировал его эксперт. Молодой человек просто описал это как тошнотворный запах, похожий на смесь тухлых яиц. Все это заставило эксперта сделать поспешные выводы и приказать ему оставаться на месте, посоветовав, что было бы лучше позволить спасательной команде извлечь его с особой осторожностью. Одно неверное движение в сочетании с выделением метана может привести к катастрофе. Снаружи кит мог и не взорваться, но с человеком внутри ситуация была иной. Эксперт в срочном порядке распорядился пресекать любые попытки к преждевременному выходу и попросил спасательную команду действовать с особой осторожностью, но как можно быстрее. Эксперт присоединится к команде по прибытии, поскольку ему уже был предоставлен доступ к вертолету, в то время как транспортные средства для извлечения кита были в пути. Под руководством эксперта спасательная команда приступила к кропотливому процессу извлечения молодого человека, застрявшего внутри кита. Этот процесс требовал высокого уровня профессионализма, поэтому они сначала должны были организовать все так, чтобы избежать любого неуместного присутствия в этом районе. Под руководством экспертов они определили район и оцепили его специальной лентой безопасности. К этому времени по району начали перемещаться люди. Пока одна группа работала над обеспечением безопасности периметра, другие начали подходить, чтобы проанализировать уровень загрязнения, поскольку это могло определить, насколько опасной была ситуация. Тело действительно было несколько опухшим, но не чрезмерно. Эксперт сказал, что этого было достаточно, что показалось странным совпадением. Но сейчас это не имело значения. Он попросил принять экстренные меры для предотвращения дальнейшего отека. Затем он предложил сделать несколько стратегических надрезов в брюшной полости кита, поскольку при первом вскрытии выделилось значительное количество гнилостного газа с сильным, но не невыносимым запахом. Для людей это было терпимо. Спасатели в масках действовали осторожно, позволяя внутреннему давлению медленно снижаться, не нарушая структурную целостность организма, зная, что ситуация стабилизируется, как только запах утихнет. Как только было подтверждено, что состояние кита стабилизировалось, они приступили к расчистке пути для выхода молодого человека. Используя специальные лезвия, эксперты осторожно удалили участки омертвевших тканей. И спустя, казалось, целую вечность, спасатели успешно извлекли молодого человека из его органической тюрьмы. Молодой человек был спокоен, но выражение его лица изменилось. Находиться внутри этого существа было не так страшно, как гнев его напарника, который подошел с облегчением, но расстроенный, и сразу же отругал его. Молодой человек, все еще пребывающий в приподнятом настроении от пережитого, с гордостью продемонстрировал фотографии, сделанные им изнутри кита. Эксперт прибыл на вертолете вскоре после этого и, приземлившись, обнаружил, что команда выглядит более расслабленной. Он сказал им, что машины для вывоза млекопитающего скоро прибудут, но он также был немного расстроен действиями молодого человека. Он сразу же начал ругать его за безрассудство. Прежде чем эксперт успел начать свою презентацию, женщина попросила его остановиться и посмотреть фотографии, потому что они показались ей странными. Не будучи специалистом, она не знала, было ли это только у нее. Сначала казалось, что все в порядке. Куча разлагающихся органов, ткани, продырявленные спасательными работами. Но что-то не сходилось. В структуре некоторых органов
были небольшие различия в текстуре. Они выглядели странно, и детали, незаметные для нетренированного глаза, не остались незамеченными экспертом по морской биологии. По мере того, как эксперт с растущим беспокойством анализировал снимки, он попросил спасателей продолжить расследование, когда они что-то услышали. Звук тяжелых двигателей прервал сцену, когда подъехали несколько грузовиков в сопровождении группы людей. Эксперт вздохнул с облегчением, предположив, что это была команда, которую он попросил извлечь тело кита. Но когда они приблизились, он понял, что это не представители власти или ученые. Это была другая группа. Лидер, Стин Догган, вышел из машины. Он был мозгом коллектива «Капитан Бумер», весело улыбался, но в то же время был смущен. Догган с любопытством наблюдал за происходящим, прежде чем спокойно и властно спросить: «Что вы здесь делаете?» Эксперт подошел, объяснил ситуацию и спросил, кто он такой. Догган представился человеком, ответственным за нахождение кита в этом месте. То, что они увидели, было художественной инсталляцией, гиперреалистичным представлением, созданным для того, чтобы вызвать реакцию в обществе, но он не ожидал, что на место происшествия прибудут эксперты. Они просто пытались преподнести сюрприз. Эксперт все понял, и его сомнения рассеялись. Точное количество газов в корпусе и непонятные внутренние детали ясно указывали на то, что они имели дело с очень хорошо сделанной подделкой. Это его немного разозлило, и руководитель группы извинился, но также упомянул, что им было дано разрешение приехать на место и установить его. Эксперт поздравил их с тем, насколько подробным было задание, и рассказал о своем обучении, поскольку это был кропотливый процесс. Используя слепки с настоящих кашалотов, дать им аутентичный внешний вид, они с большой тщательностью воспроизвели каждую складку на коже, каждый шрам и каждую отличительную черту. Внутренняя структура также была спроектирована с высокой точностью, но без использования настоящих биологических компонентов, которые позволили бы разложению идти естественным путем. Для повышения реалистичности инсталляции скульптуру оставили на пляже на ночь, добавив к ней искусственную кровь и вещества, имитирующие запах разлагающегося трупа. Конечно, они планировали приехать пораньше, чтобы организовать все так, чтобы это выглядело как расследование, но они не ожидали, что эксперты прибудут так рано, когда все это происходило, а было всего лишь 7 утра. Однако они уже выполнили эту часть работы. Руководитель извинился за то, что не подумал об этом и не организовал все заранее, поскольку эксперту пришлось проделать долгий путь, чтобы быстро добраться до места, и группа согласилась оплатить дорожные расходы. На месте начали собираться люди. Позже некоторые власти раскрыли это дело, и все закончилось тем, что все это стало рекламой международного фестиваля в Гринвиче и Докленде в 2013 году. Впоследствии группа реализовала еще несколько таких художественных проектов в других местах: в Валенсии, Испании, Схевенингене, Голландия, Остенде, Бельгия и Варшаве, Польша. С тех пор это служит способом привлечь внимание к текущим экологическим проблемам и дать понять, что нам необходимо изменить нашу практику.